Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что же изменится в ваших повседневных расходах в Германии и каким новым финансовым ограничениям со стороны банков и государства нужно готовиться, чтобы избежать неприятных денежных потерь. Сначала важная тема для миллионов автовладельцев. Свежий официальный отчет надежности от немецкого автоклуба ADAC на текущий год поставил под сомнение многие привычные представления о надежности бензиновых автомобилей. Мы с вами посчитаем, сколько может стоить ремонт наиболее проблемных узлов у машин, которые оказались в числе лидеров по количеству неисправностей, какие популярные японские и корейские модели показали слабые результаты в рейтинге надежности и почему баварские электрокары от BMW вырвались в абсолютные лидеры. Во второй части выпуска вас ждет срочное предупреждение для всех клиентов Сберкасс Шпаркасса. Банкиры бьют тревогу из-за хитрой фишинговой ловушки со звонками и кодами, в которой невнимательные люди могут за считанные минуты лишиться доступа к своим средствам. А под занавес важные изменения для получателей социальных пособий. С 1 июля меняются лимиты на личные накопления, включая средства в инвестиционных фондах. Вы, друзья, узнаете, сколько денег теперь разрешено легально держать на счетах и какие правила важно учитывать, чтобы избежать неприятных последствий. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, официальная статистика неисправностей на дорогах Германии устроила настоящий холодный, скажем так, душ для консервативных водителей, которые упорно продолжают доверять исключительно традиционным моторам на бензине и дизеле. Профильные журналисты авторитетного немецкого издания первыми получили в свое распоряжение предварительный экземпляр свежего отчета ассоциации ADAC и опубликовали весьма неожиданные аналитические выводы. Реальность, друзья, такова, что машины с классическими двигателями внутреннего сгорания ломаются на немецких трассах значительно чаще, чем современные электрические автомобили. Это заметный сдвиг в статистике надежности техники, официально зафиксирован экспертами почти во всех абсолютно возрастных категориях транспорта, то есть от свежих трехлеток до подержанных экземпляров с солидным пробегом. Сухие же цифры ведомства вскрывают весьма серьезный разрыв в надежности и стабильности работы узлов. Главный здесь маркер отчета – коэффициент поломок. Внимание! Сегодня на каждую 1000 зарегистрированных в Германии электрокаров приходится всего лишь 6,5 аварийных остановок на дороге. В то же время у бензиновых и дизельных собратьев аналогичный показатель достигает в отметке в 12,5 дорожных инцидентов. Инженеры объясняют этот феномен предельно простой конструктивной логикой. В электрических силовых установках используется меньше деталей, подверженных естественному износу. Владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания чаще сталкиваются именно с расходами на обслуживание и ремонт, поскольку многие наиболее уязвимые элементы находятся в трансмиссии или топливной системе, тогда как владельцы электромобилей в ряде случаев избавлены от части подобных затрат. Разумеется, возраст транспортного средства также остается ключевым фактором, который напрямую влияет на вероятность технических неисправностей во время движения. Однако глубокий исторический срез доказывает, что мировой автопром сделал гигантский на самом деле качественный рывок вперед. Посчитайте сами. Ровно 10 лет назад вероятность серьезного отказа условной 10-летней машины в Германии достигала 6,5%. Сейчас, друзья, этот показатель для техники того же возраста снизился более чем в 2 раза и закрепился на отметке всего лишь 3,1%. Машины стали собирать надежнее, но немецкие автовладельцы столкнулись с совершенно другой проблемой. Реальный средний возраст автопарка в стране неуклонно, друзья, растет, так как люди неохотно на самом деле меняют старое проверенное авто на дорогие новинки. Поэтому среднестатистическая машина, которая сегодня требует помощи дорожной службы, уже разменяла солидные 14 лет. Из-за старения техники общая нагрузка на сервисные бригады продолжает увеличиваться,
А число официальных вызовов дорожного патруля АДАЦ за прошлый рабочий период выросло на 1,6% и приблизилось к отметке в 3 700 000 выездов. Именно увеличение количества обращений стало одной из причин, по которой руководство автоклуба объявило о решении повысить членские взносы для водителей в следующем 2027 году. При этом, друзья, внимание, виновником почти каждой второй вынужденной остановки на трассе остается один и тот же классический узел. Обычная 12-вольтная стартерная батарея. Именно аккумулятор остается одной из самых распространенных причин неисправности как для старых бензиновых автомобилей, так и для современных электрокаров. В эти рейтинг по отказам аккумуляторов неожиданно попали премиальные модели BMW, городские малолитражки Mini и даже американские электрокары Tesla. Сложная такая бортовая электроника современных машин создает дополнительную нагрузку на энергосистему автомобиля, из-за чего, соответственно, замена вышедшей из строя батареи на немецком сервисе нередко обходится владельцу в сумму от 200 до 400 евро дополнительных расходов. Если же мы с вами оценим надежность даже совсем свежих машин в возрасте 3 лет, то здесь аналитика АДАЦ показывает крайне контрастные такие результаты. Баварский автоконцерн продемонстрировал очень высокий уровень качества. Компактный электрокар BMW i3 показал коэффициент поломок всего лишь 0,4 пункта, а кроссовер X2 зафиксировал лишь 0,8 балла, подтвердив высокий уровень надежности как бензиновых, так и электрических версий. Американская Tesla Model 3 с результатом 0,7 и британский Mini с коэффициентом 0,8 также уверенно оказались среди лидеров рейтинга, крайне редко требуя помощи дорожных служб. Но, друзья, вот на японском направлении результаты оказались значительно менее убедительными и поставили под сомнение привычное представление об эталонной азиатской долговечности. Например, бренд Toyota показал один из самых слабых результатов в исследовании, став лидером антирейтинга по ряду моделей. Например, популярный городской паркетник CHR получил показатель 33,2 пункта, семейный внедорожник RAV4 31, а народный Corolla набрал 15,2 балла. Нижние строчки рейтинга заняли хэтчбэк Yaris с коэффициентом 50,2 и компактный кроссовер Yaris Cross, который показал результат в 63,4 пункта. Основной причиной проблем здесь стала обычная стартерная батарея, которая способна вывести из строя работу гибридной системы и привести владельца к дополнительным расходам на эвакуацию и ремонт в размере около 300 евро. Не меньшим разочарованием для немецких водителей стал корейский футуристический электрокар Hyundai Ioniq 5, чей коэффициент поломок достиг 28 пунктов. Инженеры АДАЦ выявили у него повторяющиеся проблемы с интегрированным блоком управления питанием ICCU. Несмотря на сервисные кампании и обновления со стороны производителя, часть владельцев продолжает сообщать о неисправностях, связанных с этим узлом. И здесь, друзья, важно понимать масштаб этого исследования, чтобы составить максимально объективный отчет и исключить какие-либо там случайные отклонения. Эксперты клуба по единым критериям проанализировали 158 популярных моделей из 27 мировых брендов, занимающих значительную долю немецкого рынка, поэтому результаты вызвали большой интерес как у производителей, так и у самих покупателей автомобилей. А вот дальше, друзья, важная информация с предупреждением для клиентов банковского сектора Германии. Сегодня клиенты крупнейших немецких сберегательных касс все чаще сталкиваются с новой волной цифрового мошенничества. Банковский гигант Sparkasse официально предупреждает своих клиентов. По всей территории Германии фиксируется рост числа фишинговых атак. То есть злоумышленники массово рассылают пользователям поддельные электронные письма и текстовые сообщения, маскируясь под официальную службу поддержки финансового учреждения Германии. Жертву намеренно пытаются вывести из равновесия уведомлениями о якобы подозрительных входах в личный кабинет или сообщениями с требованиями срочно подтвердить новые условия обслуживания, чтобы избежать возможных ограничений по карте или счету.
Внутри таких тревожных сообщений обычно размещается ссылка, по которой человека просят перейти для подтверждения данных или проверки информации по счету. Но переход по такой ссылке может привести пользователя на внешнюю страницу, внешне очень похожую на официальный сайт банка. Мошенники тщательно копируют оформление, логотипы и структуру страницы, чтобы создать у нас с вами, как у клиента, ощущение полной достоверности происходящего. В результате человек может даже не заметить подмену и самостоятельно ввести свои учетные данные. Стоит пользователю только указать логин, пароль, коды подтверждения или пин-код карты на подобном ресурсе, как эта информация может оказаться сразу в распоряжении злоумышленников. После этого они получают возможность попытаться получить доступ к вашему онлайн-банкингу, совершать несанкционированные операции или использовать похищенные данные в дальнейших мошеннических схемах. И именно поэтому, друзья, Sparkasse настоятельно рекомендует никогда не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и всегда проверять информацию исключительно через их официальный сайт банка или мобильное приложение. Как только, друзья, секретные коды доступа оказываются в руках мошенника, начинается второй, гораздо более опасный этап этой схемы. Получив учетные данные клиента, злоумышленники нередко переходят к прямому телефонному контакту и представляются сотрудниками службы безопасности Sparkasse. С помощью технологии подмены цифрового сигнала на экране смартфона может отражаться именно номер, внешне совпадающий с официальной горячей линией банка. Клиенту спокойным и уверенным голосом сообщают, что по его счету якобы зафиксирована подозрительная операция или попытка перевода средств за границу, и для защиты денег необходимо срочно выполнить одну простую процедуру. В этот момент на телефон приходит официальное, скажем так, push-уведомление или код TAN. Вся психологическая уловка строится на том, что собеседник убеждает человека подтвердить транзакцию либо авторизировать новое доверенное устройство в системе. Но, друзья, на самом деле подобные действия могут привести к подтверждению операции, которую инициировал злоумышленник, либо к предоставлению доступа к банковскому аккаунту через дополнительное устройство. И именно поэтому эксперты по кибербезопасности рекомендуют сегодня относиться к подобным звонкам максимально осторожно и никогда, друзья, не принимать решения под давлением. Специализированная группа реагирования на компьютерные угрозы немецких сберегательных касс выпустила отдельное предупреждение. Ни при каких обстоятельствах, друзья, не вводите конфиденциальные данные и не подтверждайте операции на страницах, на которые вас направляют через ссылки из сообщений или электронных писем. Если же возникают малейшие сомнения, завершите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте. Один ваш необдуманный шаг в такой ситуации может привести к серьезным финансовым потерям и длительному восстановлению доступа к счету. Но если вы уже, друзья, совершили ошибку, поддались, например, панике и ввели свои данные на подозрительной странице, действовать нужно максимально быстро. Каждая минута промедления может дать злоумышленникам дополнительное время для использования полученной информации. Что вы должны делать? Первым делом необходимо связаться с официальной службой блокировки карт и счетов Германии по номеру 116 или напрямую обратиться в свой филиал Sparkasse. Попросите оператора проверить безопасность вашего аккаунта, при необходимости ограничить доступ к онлайн-банкингу и принять меры по защите счета. И запомните важное правило финансовой безопасности, которое поможет вам защитить ваши деньги. Одноразовые коды TAN и push подтверждения в банковском приложении следует использовать только для тех операций, друзья, которые вы инициировали самостоятельно и полностью понимаете их назначение. Аналитика последних инцидентов показывает сегодня, что мошеннические схемы постоянно меняются и адаптируются. Еще буквально в мае банковские организации предупреждали клиентов о поддельных уведомлениях о подозрительных входах в систему, а уже в июне злоумышленники начали использовать новые варианты сообщений, пытаясь перенаправить пользователей на сайты, внешне похожие на официальные банковские ресурсы.
Если же клиент самостоятельно передает конфиденциальные данные или подтверждает операции без дополнительной проверки, это, внимание, может существенно осложнить последующее разбирательство именно по вопросу компенсации ущерба. Поэтому специалисты рекомендуют никогда, друзья, не сообщать коды из СМС по телефону, не подтверждать операции под давлением и всегда дополнительно проверять информацию через официальный канал связи с банком. И это еще не все. В Германии сегодня происходят существенные законодательные изменения в социальной сфере, где правительство Фридриха Мерца готовит серьезные корректировки для получателей государственной поддержки. Так, с 1 июля вступают в силу новые правила начисления пособий, которые значительно меняют порядок учета ваших личных накоплений при обращении за социальной помощью. До настоящего момента, напомню, в стране действовал достаточно мягкий переходной период, то есть в течение первого года безработицы заявителю официально разрешалось сохранять на своих счетах до 40 тысяч евро личных сбережений, а также дополнительно до 15 тысяч евро на каждого члена семьи, проживающего в одном домохозяйстве. Эти средства в течение льготного периода обычно не оказывали абсолютно никакого влияния на размер ваших социальных выплат. Но после завершения первого года размер защищенных накоплений ранее автоматически снижался до фиксированных 15 тысяч евро на человека. Однако с 1 июля эта система абсолютно меняется, а допустимый объем собственных средств будет определяться по новым правилам с учетом возраста и других установленных критериев. Внимание! Более того, социальное ведомство отдельно напоминает, при подаче заявления необходимо полностью и корректно, друзья, указывать сведения о своем финансовом положении. В рамках проверки сотрудников джоб-центры могут запрашивать информацию о накоплениях, банковских счетах и финансовых операциях в пределах предусмотренных законом процедур. Проверяющие обращают особое внимание на случаи, когда перед подачей заявления происходят крупные переводы средств, переоформление имущества или, например, другие действия, которые могут повлиять на оценку нуждаемости вас как заявителя. Именно поэтому специалисты рекомендуют сегодня заранее разобраться в новых правилах и внимательно подготовить документы, чтобы избежать именно этих неприятных вопросов, задержек при рассмотрении заявлений и возможных споров с социальным ведомством. Если, друзья, в ходе тотальных проверки вскроется, что ваши личные накопления были умышленно скрыты, заявление на получение пособия могут вообще аннулировать, а дело передать на дополнительную правовую оценку. В более же серьезных случаях ситуация может выйти из-за рамки простого отказа в выплатах и перерасти, например, в официальное расследование по фактам социального мошенничества, за которое в Германии, напомню, в зависимости от обстоятельств, может грозить реальная уголовная ответственность и в отдельных случаях лишение свободы. Инспекторы ведомства оценивают как текущие цифры на ваших банковских картах на дату подписания бумаг, так и досконально изучают все крупные ваши траты за предшествующие месяцы. Если же чиновники докажут, что человек искусственно создал свою бедность и умышленно избавился от активов, могут последовать санкции в виде приостановки выплат или требования вернуть уже полученные средства в установленном порядке. При этом самый коварный юридический капкан немецкого законодательства может затронуть и близкое ваше окружение. Государство обладает правом в определенных случаях пересматривать сделки дарения даже спустя годы. Если вы безвозмездно передали деньги или переписали имущество на другого человека, а затем в течение 10 лет сами обеднели и обратились за социальной поддержкой, государственные органы через суд могут потребовать от получателя подарка вернуть имущество или компенсировать его стоимость в рамках правовых процедур. То есть по закону новый владелец обязан либо вернуть полученное, либо выплатить его рыночную стоимость для компенсации расходов бюджета. В случае с подаренными квартирами или, например, домами, этот 10-летний срок начинает отсчет строго с момента официальной регистрации сделки в Государственном поземельном реестре, что делает любые такие операции строго документально контролируемыми.
Если же дело доходит до крайних мер, закон все же оставляет получателю подарка определенный юридический механизм для урегулирования этой ситуации. В большинстве случаев никто абсолютно не требует немедленно выставлять недвижимость на торги или срочно продавать семейный дом для погашения обязательств перед государством. В спорных ситуациях социальное ведомство нередко переходит к более гибкой форме урегулирования и вместо единовременного возврата полной стоимости объекта могут назначить поэтапное ежемесячное удержание. Размер таких платежей, как правило, привязывается к конкретным суммам пособий, которые государство фактически направляет на поддержку человека в сложной финансовой ситуации. И вот буквально с июля 2026 года вступают в силу новые возрастные лимиты на наличные накопления, которые существенно меняют прежнюю систему фиксированных порогов в 15 тысяч евро для каждого человека. А теперь обратите внимание на возрастную шкалу допустимых накоплений. До 30 лет разрешено сохранять на счете до 5000 евро. От 31 года лимит составляет уже 10 тысяч евро, от 41 года допустимая сумма 15 тысяч евро, от 51 года предел повышается до 20 тысяч евро. Сравнение тех старых и новых правил показывает, что наиболее существенные изменения вы сами видите затрагивают молодых людей. Для тех, кому меньше 30 лет, существенно уменьшается возможность сформировать свою финансовую подушку безопасности. То есть, если на счету, например, находится у вас около 6000 евро, то при оценке права на пособие сумма сверхустановленного лимита может быть учтена при расчете. И сначала, соответственно, потребуется использовать собственные средства в рамках действующих правил, прежде чем будет назначена государственная поддержка. С июля текущего года финансовая ситуация для многих людей, как я сказал, дополнительно усложняется, поскольку под более детальную проверку попадает не только наличный капитал. В общую оценку внимания имущества, которую проводит Джоб-центр, могут включаться и инвестиционные накопления, включая те же биржевые фонды, ETF. При этом, друзья, по-прежнему существуют защитные формы долгосрочных пенсионных накоплений и субсидируемые программы на старость, которые в большинстве случаев не учитываются при расчете текущего правила на пособие, поскольку они не являются свободно доступными средствами. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про антирейтинги надежности машин от автоклуба АДАЦ, срочное предупреждение от сберегательных касс, Шпаркасса и новые правила по накоплениям с 1 июля, обязательно подпишитесь, поставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.